Как создать свой собственный, неблокируемый, двойной, тройной VPN и заработать на нем. Если вы пришли на это видео ради заработка и ничего не знаете о двойном, тройном VPN, не переживайте, я сейчас все расскажу, как легко и просто создать свой собственный, неблокируемый, двойной, тройной VPN-сервер, не вводя 1000 команд в терминале, значения которых вы не понимаете. Вся настройка и установка будет происходить преимущественно в графическом приятном интерфейсе с моими объяснениями. Привет, друзья, меня зовут Алексей. Чем двойной и тройной VPN отличается от обычного? Тем, что двойной и тройной VPN мы сначала подключаемся к первому VPN-серверу, и первый VPN-сервер подключается к второму, и второй к третьему, и с третьего VPN-сервера мы уже подключаемся к какому-то интернет-ресурсу. Это обеспечивает нам, конечно же, большую анонимность, и, в принципе, в основном именно ради этого и используют двойной и тройной VPN. Что такое недетектируемый VPN и чем он отличается от обычного? Объясню попроще. Это именно те VPN, которые используют в Китае, в Туркменистане, которые провайдеры не могут обнаружить и заблокировать. Как, к примеру, популярные протоколы WireGuard, OpenVPN, которые, например, в Туркменистане заблокированы. Именно поэтому на помощь приходят ShadowSox, VLS, VMES и другие протоколы. В видео я буду показывать настройку двойного, тройного VPN на базе такого недетектируемого протокола, как ShadowSox. Это прокси-сервер с шифрованием. То есть, в принципе, это и есть VPN, потому что мы шифруем наш трафик и прячем его за прокси-сервером, который дальше будет подключаться к следующему прокси-серверу, который также будет шифровать наш трафик, и будет так происходить далее и далее. Некоторые скажут, что ShadowSox детектируется. Нет, он не детектируется даже в таких странах, как Туркменистан. Есть свои особенности, но я вас уверяю, в Туркменистане работает ShadowSox, и мы будем использовать ShadowSox обновленный 2022. Также большое преимущество двойных и тройных VPN это в том, что когда мы подключаемся на сайт с помощью обычного VPN, то провайдер видит наш IP-адрес, с которого мы подключаемся к VPN, и сайт видит, получается, IP-адрес VPN. И получается, что если это происходит в рамках одной страны, например, там, Россия, Украина, Туркменистан, неважно, да, то получается, что нас очень легко могут деанонимизировать, даже не имея логов VPN, потому что, во-первых, провайдер видит наш IP-адрес, что мы подключаемся в определенную секунду к VPN, и сайт. То есть, таким образом, очень легко и быстро происходит деанонимизация нашего IP-адреса за счет NetFlow логов. Если идет подключение через двойную цепочку, тройную цепочку VPN, то таким образом нас не могут деанонимизировать с помощью NetFlow логов. Да, друзья, касательно выбора VPS-серверов для аренды. Конечно же, лучше выбирать такие сервера, которые будут находиться в разных странах. То есть, к примеру, одна страна будет где-нибудь в Турции, да, другая страна будет где-нибудь на Кипре. Я не конкретно эти страны не советую, я условно говорю, то есть, чтобы это были разные страны, чтобы это были разные хостеры, чтобы эти хостеры принимали оплату криптовалютой без подтверждения смс. Почту можно анонимно использовать, да, например, onionmail.org. Касательно рекомендаций, например, для граждан Туркменистана, я понимаю, что у вас недоступно все вышеперечисленное. У вас единственная возможность это использовать какие-то максимально доверенные хостеры, такие как, например, Microsoft Azure. Там есть некоторые пулы не заблокированные, они в белом списке находятся, например, VK Cloud и мобильные прокси. Есть некоторые на форумах условия, где можно использовать такие прокси. То есть с помощью них можно реализовать входную точку. И за счет дополнительных звеньев, например, второе, третье, которые мы будем использовать, уже можно использовать любые анонимные VPS-сервера
Поэтому таким образом тоже можно достичь анонимности и безопасности. Какие программы нам понадобятся? Первое – это PATI для подключения по SSH на наш сервер. Как видите, официальный сайт недоступен, поэтому мы открываем вторую ссылочку. И во второй ссылочке мы выбираем официальную версию PATI инсталлятора. Далее нам необходима программа Nicaray. Ее можно скачать с GitHub. Я рекомендую по второй ссылочке. И первая и вторая ссылка – это на один и тот же проект GitHub. Просто вторая ссылочка непосредственно на ссылку, откуда мы можем скачать. Для подключения с iPhone или Android мы будем использовать приложение VirtuBox, VirtuRay клиента. Оно бесплатно, что на Android, что на iPhone. Первое, что нам нужно, это подключиться на наш первый VPS-сервер. Для этого переходим в панель, копируем оттуда IP-адрес, в качестве логина используем root и в качестве пароля тот, который указан в нашей панели. Вводим root, вводим IP-адрес и подключаемся на наш сервер. Первое, что нам необходимо сделать, это обновить сервер. Для этого вводим команду, которую видите на экране. Дождемся, пока обновится сервер, и после приступим к установке панели. После того, как наш сервер был обновлен, мы можем установить теперь нашу панель. Наша панель называется 3X UI. Устанавливаться она будет с GitHub по команде, которая предложена в Redmi. После чего мы вводим ее в PATI, нажимаем Enter, ждем установки. У нас спрашивается, хотим ли мы поменять дефолтные, стандартные админ, логин и пароль. Я указываю «да», и для примера указываю тоже другой несложный логин, пароль и указываю порт 777. Теперь я копирую и вставляю команду, которая включает наш сервер, нашу панель на автозапуск. И давайте теперь откроем панель. Для этого копируем наш IP-адрес и добавляем порт 3 семерки. То есть ставим двоеточие и указываем 777 для того, чтобы открыть нашу панель. Как видите, мы перешли в нашу панель. Давайте откроем на весь экран и введем в качестве логина и пароля admin 123 и admin 123, которые мы задали при установке панели. Все, мы попали в панель. Давайте теперь сделаем некоторые настройки безопасности, чтобы она не была доступна так просто. Для этого зайдем в настройки безопасности и укажем другое имя панели. То есть не просто панель, а, допустим, я укажу secret панель. Никаких дополнительных настроек мы делать не будем. Мы сейчас нажмем «Сохранить» и перезапустим панель, чтобы настройки сохранились и применились. После того, как панель перезапустится, мы увидим вверху сменится адрес нашей панели. Не забудьте его где-нибудь сохранить, чтобы не потерять. Давайте теперь заранее в самом начале включим подписку, потому как в начале это сделать лучше, чем дополнительно далее вносить эти изменения. Укажем какой-нибудь путь, пусть он будет нестандартный к нашей подписке. Я просто добавил 123, вы сделаете что-нибудь посложнее. И опять перезапускаем панель. Также данная панель позволяет нам настроить собственного Telegram-бота. Я пробовал, настраивал его. Достаточно интересная, удобная вещь. Но, как по мне, удобнее через панель всем этим управлять, так как больше настроек позволяется. Больше настроек доступно. Смотрите, теперь мы добавим подключение. Я для примера создам два подключения. Одно будет на ShadowSox, второе будет на VLS. ShadowSox, который настраивается в этой панели, это ShadowSox 2022, более обновленный. В качестве порта указываю 81. И, в принципе, более никаких настроек нам не нужно. Все и так будет работать. В качестве e-mail мы указываем какой-то юзер. Он должен быть уникальный для каждого подключения. А в качестве подписки, наоборот, это должно быть не уникальное, а что-то постоянное. То есть, к примеру, на одной подписке может быть 10 каких-то подключений. То есть мы, например, указываем user 1,
Вы дальше, по примеру, поймете, для чего это. В принципе, все стоит правильно, шифрование можем не менять и нажимаем «Создать». Это уже будет работать на том этапе, котором есть сейчас. А теперь давайте добавим еще одно подключение в лес. Для этого выберем протокол в лес, подпишем как-то. Это не важно, это для нашего удобства мы подписываем. В качестве порта я указываю 443. И давайте надо обязательно перед тем, как настраивать клиента, необходимо включить в безопасности Realty. Теперь мы в клиенте видим возможность выбрать Flow. Выбираем тот, который я выбрал. Указываем в качестве email какой-то уникальный. И в качестве подписки выбираем тот, который мы указывали при создании ShadowSox, то есть user 1. Далее давайте опустимся вниз и выберем вместо Firefox Chrome и вместо Yahoo Microsoft.com, так как Yahoo никто не пользуется в СНГ регионах. Данная настройка будет особенно интересна, если вы в качестве сервера, VPS-сервера используете Microsoft Azure, то это будет, можно сказать, идеально. Теперь нажимаем Get New Cert и нажимаем «Создать». Теперь мы имеем два конфига, которые, в принципе, уже сейчас работают. Давайте их добавим в NeckArray и проверим, как они работают. Это можно сделать через подписку, к примеру. Да, мы копируем, открываем NeckArray и в NeckArray просто Ctrl-V нажимаем «Вставить». Они оба будут добавлены. Можно в NeckArray выбрать русский язык, чтобы более комфортно было. Это сделать можно так, как я сделал. И теперь давайте нажмем Ctrl-V, и у нас добавятся наши подписки в приложение. Как видим, они оба добавились. Мы также можем по отдельности это делать с каждым из протоколов. Давайте покажу как. Необходимо нажать на плюсик, нажать на QR-код и выбрать самый нижний. Просто нажав на него, оно скопируется. И далее нажимаем Ctrl-V в NeckArray. Давайте добавим следующий протокол в лес в наш NeckArray. Также само нажимаем на QR, копируем и вставляем его в NeckArray. Для того, чтобы подключиться, нужно нажать «Запустить» на выбранном нами конфиге и выбрать либо режим туннеля, либо режим прокси. Как видим, у нас сейчас IP-адрес нашего VPS-сервера. То есть на данный момент уже все работает, но это не Double VPN, не Triple VPN, просто работает конфиг. Давайте теперь уже непосредственно настраивать наш двойной и тройной VPN. А теперь, друзья, делаем ровно то же самое с еще одним VPS-сервером. То есть мы к нему подключаемся, обновляем его, устанавливаем на него панель и настраиваем ее в точности как предыдущую панель. Единственное, что мы можем ограничиться только одним. ShadowSox в лес нам создавать нет необходимости. Для тех, кто не понял, это другой VPS-сервер, он имеет другой IP-адрес. Желательно, чтобы это, в принципе, были другой хостер в другой стране, чтобы увеличить нашу анонимность в целом. Да. Панель установилась. Давайте теперь зайдем в нее. Вводим админ 123, админ 123. Это, для тех, кто не понял, другая панель. Не та, которую мы только что настраивали. Имеется в виду в начале видео. Это уже следующая панель. Здесь мы все то же самое делаем. Меняем нашу панель на какую-то другую. То есть там секрет панель, к примеру. Да? И дальше создаем подключение. Все то же самое, нажимаем «Добавить подключение», выбираем протокол ShadowSox, пишем примечание и задаем настройки клиента. Тут, в принципе, без разницы, какие настройки клиента мы будем указывать, так как это будет нашим, получается, вторым Double VPN, да, вторым VPN. В качестве email я указываю SS1, то есть ShadowSox 1. И примечание какое-то опять для себя пометил ShadowSox 2022. Все, нам более ничего не нужно. Мы нажимаем «Создать».
Теперь нам необходимо взять настройки только что созданного нами ShadowSox прокси-сервер. Для этого нажимаем QR-код и просто нажимаем на QR-код левой кнопкой мышки. У нас копируется в буфер настройки. Переходим в первую панель, которую мы уже создали в начале видео. Заходим в настройки X-Ray, исходящий, добавить исходящий. Нажимаем JSON и тут просто вставляем то, что мы скопировали. Теперь открываем форму. Видите, у нас автоматически все заполнилось. Мы можем как-то тег для себя более удобно подписать. Я подписываю, как вы видите, просто IP-адрес вставляю тот, который нашего второго VPN будет, нашего ShadowSox прокси-сервера, и нажимаю «Добавить исходящий». Теперь нам необходимо сохранить и перезапустить панель. Теперь необходимо задать правила маршрутизации. Для этого нажимаем «Добавить правила» и выбираем источник трафика, для которого будет применяться это правило. Выбираем TCP/UDP и выбираем правило, что трафик будет идти через созданный нами исходящий прокси-сервер. Да. Нажимаем «Сохранить» и «Перезагрузить». Теперь можем проверить, работает ли DoubleVPN. Для этого проверяем. Мы уже подключены к нашему туннелю, к нашему ShadowSox прокси-серверу, который дальше подключается к следующему ShadowSox прокси-серверу. То есть, видите, мы видим IP-адрес следующего ShadowSox прокси-сервера, хотя подключены мы к первому. То есть, мы подключаемся к первому ShadowSox прокси-серверу и дальше уже от первого ShadowSox прокси-сервера подключаемся на второй ShadowSox прокси-сервер. Таким образом, у нас получается DoubleVPN. Мы можем это все дополнительно проверить в самом Некорей клиенте. Для этого нажимаем полный тест, ждем, и мы увидим входящий и исходящий IP в самом результате теста. Как видим, так и есть. То есть мы подключаемся сначала на один IP-адрес и с него подключаемся на второй IP-адрес. А также мы можем подключиться сразу же на второй ShadowSox прокси-сервер, просто добавив его в наш клиент, и можем убедиться, что здесь будет входящий и исходящий IP только тот, который указан в конфиге. То есть тест почему-то прошел с ошибкой, но давайте запустим и проверим. Выберем режим туннеля и откроем сайт для проверки IP-адреса. Обновляем страницу и видим 46.148, 26.148. То есть тут IP-адрес, к которому мы подключались на этот ShadowSox. Давайте теперь сделаем тройной VPN. Для этого переходим на вторую панель, переходим в настройки Warp, и тут необходимо создать исходящий. Единственное, что необходимо будет купить ключ, он $1 в месяц стоит. Смотрите, мы переходим в Warp, выбираем подписаться за $1 в месяц, далее оплачиваем всю эту подписку, после чего заходим в учетную запись, и там будет отображаться наш ключ. Мы его копируем и дальше его же вставляем в панель. Думаю, всем все понятно. С бесплатным почему-то у меня не работало. Я ввожу тот ключ, который у меня есть. Вот видите, у меня статус Unlimited. Добавил. Теперь я сохраняю настройки, перезапускаю X-Ray. И вы видите, в исходящем появилось у меня Warp. Перехожу в правила маршрутизации и создаю новое правило. В этом правиле мы укажем, что весь трафик, который будет идти на ShadowSox, он будет дальше проходить через Warp. Для этого давайте посмотрим, какой user ID нашего ShadowSox. Это у нас SS1. Да? Думаю, вы увидели. И теперь мы указываем этот SS1 тут в user, SS1, да, и указываем в качестве, куда будет идти трафик, Warp. И нажимаем «Добавить». Все мы теперь сохраняем и перезапускаем. На данном этапе у нас уже все работает. Давайте отключимся от нашего ShadowSox прокси-сервера и перезапустим панель. И теперь попробуем подключиться к нашему второму двойному VPN, да, то есть тот, который мы только что настроили. И у нас на выходе должен уже быть Cloudflare-овский IP-адрес. Давайте посмотрим. Я вот подключился, обновляю страницу.
И, знаете, на этапе монтажа хотел вырезать этот момент, но решил все-таки показать. У меня почему-то не стало работать все сразу. Да. Я проверял, у меня все стоит правильно. Зашел и просто еще раз нажал подключиться уже вместо туннелирования, выбрал режим прокси. И в этот раз уже у меня заработало именно почему-то с Cloudflare. Не сильно хорошо работает, но работает. Поэтому я вам показал так, как оно у меня. У меня оно не с первого раза заработало, но заработало. Как видим, мы имеем уже двойной VPN. И теперь, если мы подключимся к нашему ShadowSox прокси-серверу первому, который мы настроили, то он подключается сначала к второму ShadowSox прокси-серверу, и второй ShadowSox прокси-сервер подключается на третий WireGuard, через WireGuard, и мы имеем Cloudflare-овскую IP-шку. Как видим, у нас все работает, мы можем пользоваться интернетом, то есть на данном этапе мы имеем тройной VPN, как я объяснил ранее. Как же мы можем подключиться к нашему тройному VPN через телефон? Все очень просто. Мы нажимаем плюсик, нажимаем QR-код и сканируем любой из этих 3 QR-кодов. Если мы сканируем первый или второй, то мы сразу 2 подключения добавляем. Если сканируем третий, то только ShadowSox. В клиенте V2Box выбираем конфиг, нажимаем сканировать QR-код и сканируем наши QR-кода. Теперь выбираем протокол, я выбираю SS, да, нажимаю на него, нажимаю Site to Connect. И теперь давайте запустим на сайт 2IP и посмотрим наш IP-адрес. У нас должен быть IP-адрес Cloudflare. У нас так и есть, IP-адрес Cloudflare, все работает. Важный момент, как на этом все можно заработать деньги. Все достаточно очевидно, да? То есть вы можете продавать Double VPN, Triple VPN, это анонимно и безопасно за счет шифрования, за счет того, что вы контролируете первую и последнюю входную точку. Ну, если вы используете Triple VPN, то вы не контролируете ее, потому что там Cloudflare, вместо Cloudflare вы можете собственный третий сервер поставить, либо ограничиться Double двойной цепочкой. Какие вам предоставляет возможность сама панель? Как минимум вы можете дату окончания конфигов создавать, то есть вы можете, например, кому-то, кто вам заплатил, выбрать на месяц, то есть и через месяц он автоматически перестанет работать. Также можно это продавать по подписке, то есть человеку, люди, которые вам платят, да, вы им предоставляете ссылку на подписку, и у них будет целый список на подключение всех конфигов, которые вы предоставляете, например, конкретно этому человеку. Также вы можете давать ограничения по расходу, то есть, к примеру, выделили 100 гигабайт на человека, да, и никаких ограничений на торренты и на другие моменты вы не даете. Человек потратил, плати или не плати, то есть вы сами это определяете. Такой момент еще интересный, то что в многих странах, начиная уже от России, да, и там Туркменистан, Китай, у них блокировка идет самих протоколов, таких как VPN, OpenVPN, WireGuard, и многие могут сказать, что нужно использовать VLS, не нужно использовать ShadowSox, но я вам скажу, что ShadowSox работает даже в Туркменистане, где сумасшедшие блокировки. Единственное, там так просто нельзя запустить ShadowSox, как вам кажется, да? Тот, кто не сталкивался, тот поймет. Там нужно как минимум двойную цепочку делать, но он действительно работает, он действительно не детектируется их системой. И я вам скажу, люди за качественный ShadowSox платят $20 в месяц. Это в Туркменистане. То есть, для понимания, вот 20 человек – это уже $400 в месяц. То есть, вот так вот. И да, друзья, это видео носит ознакомительный характер и ни в коем случае не призываю вас нарушать ваше местное законодательство.